Друзья, всем салют! Вы на канале Custom Truck. И сегодня в нашем видео мы будем продолжать знакомство с нашей осой. Машина серьезная, машина уникальная. И сегодняшняя наша задача — это запустить, попытаться мотор в этой технике, оживить, как говорится, сердце. Это мы будем делать впервые, чуть уже подизучили литературы и, в принципе, определенное представление есть. Вам обязательно все покажем. Присаживайтесь поудобнее. Видео обещает быть очень-очень интересным. Сейчас заливаем топливо. Именно с этого мы начнем наш запуск. Бак находится в задней части. Сейчас заливаем сюда 40 литров топлива. Полная его емкость 340 литров. Но мы только зальем 40. Стоп. Что? Много льет, не успевай. А 30-ка вещь тяжелая. Да, Не, ну он не, в армии, 20. знаешь, такие по две носил. Это сейчас уже удлинился. Плавучее средство, да? Да. Топливо залили. Сейчас нам нужно попытаться доползти до моторного отсека. Сейчас все покажу вам, как туда залазить. И, конечно же, покажем двигатель, посмотрим, проверим маслица перед тем, как запускать. Ну и еще нам нужно будет поставить аккумуляторы. Здесь фиксатор. Ну что ж, вот он, моторный отсек. Чтобы до него добраться, нам нужно сначала убрать защитный щит. Это когда ракету запускали, то чтобы пламя не шло на моторный отсек, вот сделан такой щит. Потом пластиковая крышка наших радиаторов и алюминиевый выхлоп. Это, как говорится, выхлопная труба. Здесь находятся радиаторы. Выхлопными газами затягивается воздух через радиаторы на выход. То есть своеобразная такая система инжекции, да. Ну, вы все там прокомментируете, все правильные слова и напишите. Да. Ну, суть простая. Как пульверизатор работает, пульверизатор вот так вытягивает, распыляет краску. Так и здесь. Выхлопные газы вытягивают, получается, воздух и тем самым протягивая его через радиатор. Моторный отсек, в принципе, у нас сухой. Вот он сам двигатель. 5D20B у нас двигатель. 300 лошадиных сил. V-образная шестерка, но развал у них получается 120 градусов. То есть достаточно такой необычный двигатель, сильно разваленный. Это делалось с целью уменьшения его высоты, чтобы была возможность устанавливать в танки. Такие машины достаточно низкие. Также у него отсутствует как таковой поддон, картер двигателя. Здесь он выносной, он там находится слева, бак. Вот находится выносной картер двигателя. Здесь сейчас мы проверим уровень масла. Также здесь у нас находится бак для гидросистемы, для гидравлики. И расширительный бачок для антифриза. Сейчас проверим масло. О! Идеально ровно. Ну, маслице такое, конечно, не первой свежести наверняка, но в принципе нормальное. Нету такого, что оно там закоксованное какое-то. Отличное масло. Также в моторном отсеке у нас установлен компрессор малого давления, вот этот, который идет на подкачку шин. И, ну, всякие системы, которые присутствуют в машине. И вот там находится компрессор высокого давления, который создает давление в баллоны для воздушного запуска этого двигателя. Этот двигатель можно запускать двумя способами: воздухом и аккумуляторами. И совместно. Уникальная технология советского автомобилестроения. Там вы видите генератор, фильтр гидравлической жидкости. Вот. Ну и получается от переднего шкива идет привод на все эти механизмы, включая еще два гидравлических насоса. Вот они стоят, один слева, а второй там справа.
Ну, это, скажем так, в двух словах на обывательском уровне мы вам рассказали про этот двигатель. Здесь у нас находится два топливных фильтра, там масляная центрифуга. Вот, это ТНВД, насос высокого давления. Двигатель этот с прямым впрыском топлива сразу в камеру сгорания. Очень серьезный мотор. Очень серьезный, очень достаточно сложный мотор, необычный и нестандартный. Вот, дальше там еще можно посмотреть, ПЖД находится тоже. Вот. И сейчас наша задача запустить эту тачку. Вот, там вроде как есть электрический насос подкачки топлива. Сейчас будем пробовать работоспособность. Закрыли отсек моторный. Сейчас будем устанавливать аккумуляторы и проверять в целом, как эта штука работает. Аккумуляторный отсек у нас находится в передней части под волнорезом. Вот, он специально пока что отсоединен, но мы установим аккумулятор и обязательно его подсоединим, потому что нужно будет проверять работоспособность. Вот, здесь стоят два аккумулятора по 12 вольт 190-х. Мы их сняли с краза и поставим. Вот там один стоит, здесь второй. Клеммы. Сейчас будем все соединять. Ну и здесь вы можете наблюдать тоже определенные системы. Вот, видны. Там видны баллоны для запуска. Здесь система пожаротушения моторного отсека. Все, устанавливаем ЭКБхи. Вдруг ты ставь, я не знаю, эту ручку. Я думаю, ты... Так, это пассажирский аккумуляторный отсек. Кстати, есть схема даже, видите? Крышечки. Вот здесь это мы видим усилители тормозов. Вот сами цилиндры от ЗИЛ-135 ЛМ. Сейчас тоже сюда установим АКБ. И будем включать массу. Подписчик приехал к нам в гости и оказался в рабстве. Сразу, моментально. Но, друзья, отбоя нет от подписчиков сегодня. Просто не дают нам никак запустить нашего монстра. Но ничего страшного, это хорошо. Так, ну все, аккумуляторы на месте. Здесь имеются вот такие вот штатные засовы. Так интересно все сделано, то есть, чтобы это все не разваливалось. Очень крутая тема. Но у нас аккумуляторы чуть пониже, поэтому, соответственно, оно не садится, как должно садиться. Сейчас переходим вовнутрь, и там будет самое интересное. С вами уже находимся в кабине этого уникального автомобиля. Для тех, кто еще не знает, напомню вам, модель это БАЗ-5937. Очень серьезный аппарат. Внутри, ну как в космическом корабле, находишься просто приборы военные, танковые в том числе. Очень-очень классная тема. Мы установили аккумуляторы. Следующим этапом это мы включаем массу. У нас появился вольтаж. Мы можем здесь наблюдать 24 вольта. Амперметр показывает небольшую разрядку. Но это ничего страшного. В принципе, мы готовы к запуску. Прежде чем запустить этот двигатель, вы знаете, что у нас получается сухой картер, и нужно накачивать давление электронасосом, давление в двигателе. Здесь у нас находится указатель давления в двигателе, вот он, и вот мы можем здесь видеть, даже написано масло ДВС фильтр. Чтобы подкачать масло, вот эту кнопку нажимаем и подкачиваем масло в двигатель. Еще нам нужно подкачать топливо. Вот кнопка тоже. Сейчас начнем мы с топлива, наверное, я думаю. Попробуем. Да. Топливо качается. Вы можете слышать характерный звук. Вот, я думаю, хватит. Теперь нам нужно накачать масло. Так. Значит, масло тоже будем накачивать и следить за прибором, который у нас вот здесь находится. Качаем. Так, пошло. Нету. После того, как мы накачаем масло, вот, пошло масло, да? Нам нужно будет нажать кнопку стартера. Вот она находится, но я это буду делать двумя руками, поэтому попрошу Юру, чтобы он нам пооперировал.
Значит, нажимаем масло и потом старт сразу. И по идее он должен запуститься, да? Правильно, Юра? Масло. Так, накачиваем масло и чуть-чуть даем газа. Значит, здесь у нас регулировка холостого хода находится слева. Вот, то есть чуть-чуть газку дали. Вот у нас газ. И добавим холостых оборотов. Ну, обычно тут ничего сложного нету, такая система. Очень сильно переживаю, волнительный момент. Очень ответственно это все дело. Но я думаю, он запустится. Я думаю, он сейчас будет просто шептать, машина. Давай. Есть камера? Ну что ж, накачиваем давление и стартер. Давление. Пошло, да? Старт. Заглох, зараза. Там, наверное, это холостой ход, да? Да, все, я понял. Это просто я накосячил, сразу не дал мало газа. Переживал. Ну ничего страшного. Первый пуск не совсем удачный, но мы сейчас сделаем второй пуск. Так, накачиваем давление, да? Сейчас пойдет он. Есть давление, старт! Это что-то с чем-то. Так, надо выставить холостой ход. Так, давление двигателей у нас 7, холостые 700, зарядка есть. Это самое главное. Вот уже и качается воздух в системе. Это давление воздуха в основных ресиверах нашего танка. Зарядка только на 1000 оборотов примерно есть. Топливо тоже показывает. Пусть немножко прогреется, поработает, и будем пробовать первый выезд. Значит, передачи здесь переключаются, ну, немного необычно, то есть первая справа, потом вторая, третья, соответственно, четвертая и пятая, ну и задний ход. Вот, очень много здесь всего интересного. Сейчас пойдем посмотрим, послушаем, как работает двигатель. Гидравлика тоже, видите, давление есть. Сейчас мы можем даже открутить наши баллоны, чтобы у нас накачивался воздух в баллоны, чтобы мы могли запускать с помощью воздуха. Накачка здесь идет автоматически. Вот, сейчас у нас там показывается 50 атмосфер. Вот. И ну пусть качается баллоны. Вот даже уже видите, пошло чуть больше давления.
мягкую снимаем? Не, лучше не будем снимать. Здесь вообще шлемофон нужен. Так, ну что ж, первая передача. Не, наверное, вторая сразу. Да. Ручник убрали, пробуем. Бля, ощущение просто бомба. Насколько он мягко едет, это вообще капец. Так, задний бок. Вообще. Так, вторая. Это что-то с чем-то. Какие-то звуки неправильные. Здесь просто внутри, это совсем другие ощущения. Это бомба. Это просто, ну, очень мягкая машина, но нужно еще нам обязательно окна почистить, зеркала, потому что я еду, так, знаете, особо ничего не вижу. Я думаю, с улицы там эффект просто бомбезный. Сейчас попробуем еще кружочек лупануть, попробуем, как она насколько мягко идет.
нами подписчик, скажи свои эмоции. Класс! Эмоции такие, что не передать. Обалденная вообще техника. Техника очень стрёмная. Мы еще попозже потом будем все, естественно, это пробовать и изучать. Так, давление у нас накачало уже 80 атмосфер. В принципе, мы сейчас заглушим и попробуем запуститься воздухом. Вот, сейчас спрошу мнение у Юры, что он там скажет. Но посмотрим, как это смотрится снаружи. Так, ну, едет вообще какая-то страшная техника. Прет, но мягко очень едет. При вывороте полном что-то стрикает, непонятно как бы. То ли цепляется, то ли это в редукторах там что-то происходит, не знаю. Ну, в общем, прет страшно. А вы что думаете? Юрий, расскажите свое мнение. Что ты думаешь? Ну, отсюда смотреть интересно. Но препятствий здесь нету никаких. Да, для этой машины Да. точно. Ну, надо разбираться, что-то непонятно. Надо попробовать включить повышенную, пониженную. Как она будет вести себя, непонятно. Ну, наверное, мы на пониженных здесь гоняем. Но мы еще сейчас проверим это все, попытаемся здесь попроверять эти системы. Но, если честно, руки колотятся. Первый раз я управлял такой техникой, это точно. Бомба. Ну, а сейчас мы попробуем запуск воздухом. Нейтралка. Чтобы запустить воздухом, мы тоже накачиваем, естественно, масло, давление. И потом есть у нас вот пневмопуск. Кнопка. Поэтому накачиваем масло. Есть почти масло. Да, и запуск. Капец, там что-то стреляет так. Это я накосячил. Так. Еще раз. И пневмозапуск. Масло есть. Короче, я не знаю, что это было, но едет очень страшно. А там страшно было? Честно сказать, он подвис. Подвис? Да, задом зацепился, и все колеса начали буксовать. Ну, я включил. И я уже представил поход за кразом. Ну, это канава, друзья, чтобы вы понимали, так далеко мы еще ни на чем не переезжали. Это, ну, очень серьезная канава. Ну, мы туда даже никто ни разу не сувались. То есть, чтобы вы понимали, так, обычно, вот где мы ехали на базе, а обычно мы вот здесь переезжали, вот. И вот там вот где-то мы сидели на кразе. А здесь мы сдвинулись еще вон насколько. Смотри, что я нашел. Нашел?
Телефон? Капец, в снегу? Вот лежал, вот. Офигеть, а я думаю, где мой телефон пропал? Слушай, убийство телефона на канале это становится традицией. Да, это точно. Первый раз мы его разбили, когда ездили за трактором. Да, новый я купил. Короче, я не Вот он знаю. Зацепился, смотри. Зацепился задом. Когда там начал подниматься, Да. да? А потом эти колеса... А, эти были в воздухе задние. В общем, друзья, оцените переезд канавы на видео, потому что я внутри, если честно, не понял. Но когда он так занырнул, было чуть-чуть страшновато. А потом я просто топил уже газ в пол. Что тут происходило, не знаю. Мы сейчас разбирались с системой пониженной передачи, блокировок. Сейчас вам все расскажу внутри и покажу. Итак, мы с вами в кабине. Эмоции зашкаливают просто. Ну, ничего страшного. Значит, смотрите, система какая. Вот здесь управление у нас раздаткой вот этим рычажком. Сейчас у нас стоит пониженная передача. Если мы заводим вот сюда рычаг, это у нас получается пониженная с блокировкой межбортового дифференциала. Здесь между бортами стоит дифференциал. Я потом еще подробнее вам расскажу, но сейчас пусть хотя бы такая информация. Это блокировка, которая позволяет всем и левому борту, и правому крутиться одновременно. Это у нас, вот сейчас она выпустила, вот это у нас получается просто пониженная передача. Это нейтраль. И вот эта передача повышенная. Все положения трансмиссии работают. Вот. Это хороший знак. Нейтралка и пониженная. Все, продолжаем веселиться. Сейчас Юра хочет проехать за рулем, а я хочу посмотреть, как выглядит этот танк снаружи. Давай покажем там, что я нашел. Интересно. Что ты нашел? Я? Что нашел? Бегом. Тут поспать можно тут. А что нашел? Светомаскировку? А там на фары есть на переднее или нет? Пошли посмотрим. Еще немного покажу вам внутри. Внутри здесь вот это пластик все. Заделан. Здесь у нас привода. Юра пошел в предмоторный отсек. Заходи ко мне. Не знаю, видно там у вас что-нибудь? Не видно? Тут сидушка что есть, видел? Нет. Это просто она валяется, наверное. Не, она же откуда-то должна была быть. Вот так выглядит наша раздатка. Но подробный обзор с тем, как здесь работает трансмиссия, я вам покажу уже в других видео. Сейчас найдем, что Юра еще здесь нашел интересного. Так, вот, смотри, у нас здесь есть ключ на 104. Это специнструмент. Насос советский. Ну тебе нужно залазить. Вот здесь самое интересное, Яша. Проникновение механика. Армейского. В армейский автомобиль. Оба! А, во ящик. Семен Семенович. Ну давай, Димка, тебя здесь ожидает. Вы берете приз или деньги? Приз или деньги? Ничего себе. Ну это просто на задние фары маскировка. Ну посмотрим, что там. О, это... Что это ты, Юра, знаешь? Ну-ка давай. Мешок. Двойка тебе. Это ведро. Вот, я думал, коню подвязывать овес. Смотри, Фильтр. фильтр. Еще фильтр. Это зип. Ремни. Ремни. Ё-моё, здесь столько запчастей. Еще фильтр. Еще фильтр. Еще фильтр. Еще фильтр. Еще фильтр. Еще 5 фильтров. Короче, здесь фильтров очень много, но это на гидравлику фильтры, я так понимаю. А там что? Это все фильтры. Складываем обратно. Жарко в моторном отсеке. Ужас. Но это не моторный, это предмоторный, то есть отсек коробки передач. Каждая система здесь промаркирована краской. То есть какие краски к чему, я уже не знаю. Воздух голубой, ну, тосол отдельным цветом и гидравлика отдельным цветом. То есть 3 цвета. Вы напишите в комментариях. Но мы разберемся, когда в моторном отсеке будем, там можно посмотреть, от каких насосов какой цвет идет. Это несложно. Все, складываем обратно zip. Но это еще не весь, там еще сальниковое ведро, там туча всего, туча всего. Это фильтр. Юра за рулем, друзья. Первый выезд.
Ну что ж, загнали монстра уже на заднюю часть гаража. Но скажу вам, по управлению он вообще четко. Вообще, я заехал, я в зеркала даже его вижу, габариты. Вполне нормально. Ну, если поставить чуть-чуть побольше зеркала, Да. вот То будет вообще чётко. мазовские, к примеру, Да, да. все отлично будет. Но проблема, он тухнет. Вот начал тухнуть, загоняли. Прям реально, ну, подтух так. Надо смотреть топливную. как Может, обычно. солярка закончилась? Не, не должна бы она закончиться. Ну, датчик же показывает. Да, я сейчас перепроверю на всякий пожарный. Ну, надо посмотреть, я думаю, заборник. Там, скорее всего, опять это ржавчина, как обычно. Мы, может, найдем есть отстойник. Ну, посмотрим. Открутим Отстойники есть. Отстойники есть. Нет, в баке слить все. А, в баке? Чтобы слить все, посмотреть, какая солярка, почистить фильтра. Я думаю, вряд ли там есть. Но в любом случае, работы очень много впереди. Вам спасибо, что посмотрели. Эмоций. Очень тяжело говорить, но тем не менее, техника уникальнейшая. Вам советую подписаться, потому что дальше будет только интереснее, интереснее, интересней. Хороших людей на жизненном пути, всех благ и, как обычно, удачи и пока.